Здравствуйте, друзья, в эфире «Геоэнергетика Инфо», с вами Радайкин Максим. Я Борис Марцинкевич, всем добрый день. Газ по 800 баксов, электричество летит вверх, АЭС повсеместно отключают. Итоги жары в Европе. Европейцы готовятся к росту цен на электричество. Цены на газ уже выросли из-за ближневосточного конфликта и могут еще вырасти сильнее. Борис Леонидович, это еще цветочки или это уже ягодки для энергосистемы Европы? Ну, давайте так, без суеты, как у них там в Европе, как они себе спроектировали свой энергетический рынок, рынок природного газа, рынок электроэнергии, так оно и работает. Поводу волноваться по этому поводу не вижу, но посмотреть на то, что произошло в результате летней аномальной жары, имеет смысл, потому что у нас есть похожие климатические зоны, я имею в виду наш юг, он у нас большой, вырос немножко, но я имею в виду и Краснодарский край, и Ставропольский, и так далее, и так далее. Здесь у нас климат действительно немножко похож на европейский. В центре внимания СМИ по не очень для меня понятным причинам ситуация вокруг атомной генерации. Ну, давайте так сами для себя определим, поскольку по шкале ИНОС, отражающей риски радиоактивного заражения, везде ноль, можно считать атомные электростанции в данном конкретном случае просто тепловыми электростанциями. На турбину должен идти пар, и пару на самом деле глубоко все равно, что именно его согрело. Реакция распада ядер урана, сожженный природный газ, кизяк, щепа, уголь, все что угодно. Результат все равно один и тот же. Что выявило? Если мы начинаем с тепловых электростанций, то что у нас получилось? Да, сначала ситуация стала проблематичной во Франции на тех атомных электростанциях, которые используют прямое охлаждение. Такой достаточно профессиональный термин, на всякий случай в очередной раз поясняю. Если электростанция использует для охлаждения воду реки, на берегу которой она построена, то прямое охлаждение, взяли прохладную воду, выше по течению отправили на турбину, там она превратилась в пар, после пара сконденсировалась, и теперь уже горячую воду ниже по течению отправили обратно в реку. Дешево, сердито в том случае, если с рекой все в полном порядке. Здесь сразу две ступени ограничений. Первое – природоохранное. Природоохранные органы, контролирующие, регулирующие, для каждой реки выявляют свою критическую температуру, после которой сброс воды невозможен. Если говорить о Дунае, он почему-то этим летом чаще всех попадается в СМИ. Для него 31 градус. В том случае, если происходит сброс горячей воды, температура поднимается до 33. А это автоматически гибель всей экологии, флоры, фауны и так далее. То есть первое ограничение – просто рост температуры до того уровня, когда уже непозволительно без действительно конкретного вреда для окружающей среды сбрасывать воду. Классика в этом отношении – это атомная электростанция ПАКШ. Впервые за все время эксплуатации, в этом году ей 44 года. В июле наступил момент, когда пришлось снижать мощность именно из-за температуры воды. 31 градус в Дунае, дальше уже невозможно. И эта проблема постепенно перерастала в следующую. Мало того, что температура в реке высокая, значит, высокий уровень испарения, река просто пересыхает. С учетом того, что в Европе была малоснежная зима, с учетом вот сейчас, на данный момент, на конец августа идет пятая волна жары, 40 градусов и выше. Про пожары и остальное, я думаю, многие из вас, уважаемые зрители, слышали, видели, но мы не об этом сейчас. Дальше наступает момент, когда воды просто не хватает для работы турбины в проектном режиме. Все, здесь не происходит ничего радиационного опасного. Идет предупреждение о том, что с такого-то числа необходимо остановить один блок, два блока, у кого как получается. И на этом вторая вот проблема, как ее решали, мы видели. Но это касается не только атомных электростанций. По-моему, уже много разговаривали про блоки ВВР-440 на атомной электростанции ПАКШ. С огромным трудом удалось удержать в работе один блок. Но это значит, что вместо 2000 мегаватт доступной мощности осталось 500.
для Венгрии это достаточно много, тем более, что жара, естественно, вызывает повышение спроса на кондиционирование воздуха. Не только в домах, но и во всех местах, где трудовую деятельность надо каким-то образом вести. Приблизительно такая же картина произошла в Польше. Польша – это уже река Висла, но это значит, что над всем субконтинентом Европы проблема одна и та же. На двух крупных угольных электростанциях Козинец, 4000 мегаватт установленной электрической мощности, и Полянец, 1700 мегаватт электрической мощности. Я называю именно электрическую мощность, но надо помнить о том, что КПД, допустим, атомных электростанций в районе 33%, у угольных электростанций после модернизации чуть выше, но о чем это говорит? Если, допустим, электрическая мощность атомной электростанции ПАКШ 2 мегаватта, тепловая мощность в 3 раза больше, 6000 мегаватт. 2000 мегаватт ушло на генерацию электроэнергии, 4000 мегаватт – то, что должна принять на себя окружающая среда. В случае атомной электростанции ПАКШ – это Дунай, в случае угольных электростанций в Польше, Козинец и Полянец – это то, что должна принять в себя Висла. Общее снижение мощности, там на каждое достаточно большое количество блоков, они не самые большие, там по 200, по 300 мегаватт, то есть можно ступенчато уходить вниз. Общая потеря генерации 1300 мегаватт. И это на самом деле еще более тревожно, потому что часть блоков этих угольных электростанций воздушными градированиями обеспечена. То есть в зависимости от температуры и количества воды не стопроцентная, тем не менее мощность пришлось снижать. То есть, что это означает на практике? На практике государственные регуляторы, хотят они того или нет, сейчас вынуждены будут ставить задачу перед владельцами и операторами электростанций, как бы это помягче сказать, уточнить систему водоснабжения, водоохлаждения и так далее, водного питания всех электростанций. Тайна раскрыта. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточено 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Case Guru написано «создано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства. В Китае масштабируют производство. Глава компании Case Guru Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационные устройства для уборки по старинке, без химии, но по стандартам медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина, сейчас можно убраться без боли. С новинкой Case Guru беспроводным пылесосом TurboSeal. Рекордное соотношение длительности работы и мощности. TurboSeal очищает мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос со станцией самоочистки. Case Guru самочист. Тюменский самочист проводит сухую и влажную уборку, сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру самочиста можно наблюдать за домом из любой точки города. Раньше мыли окна, подвергались опасности. Сейчас это делает робот-мойщик Case Guru ChistoBot. Case Guru ChistoBot отмывает 20 видов поверхностей, горизонтальных и вертикальных. Смотрите инновационные устройства Case Guru для уборки. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод INFO2607 на скидку до 1000 рублей. Мероприятие само по себе дорогое, сколько времени и что с этим делать, тоже не очень понятно. Воздушное градирование – это дорого, и, как показал польский опыт, стопроцентной гарантии не дает. Причина тоже понятна. Испарение из градирования все равно есть, высокая температура, значит, будет больше этого испарения, нужна вода для подпитки. Часть воды ушло в атмосферу, часть надо вернуть из реки. Вот даже на эту подпитку не хватило в данном конкретном случае. Еще более дорогой, сами по себе градирование весьма дорогостоящее сооружение, прямо скажем, я уже приводил примеры, Ленинградская атомная электростанция 2, высота градирования 179 метров. То есть это колоссальное сооружение, стоящее колоссальных денег. Еще более надежный, действительно убирающий полностью зависимость от воды, ее достаточно один раз забрать, и во втором контуре она будет оборачиваться
постоянно. Это технология, разработанная в Венгрии в 1954 году в Будапештском техническом университете. Сейчас эта технология принадлежит государственной компании МВМ «Эги». Работает повсеместно. У кого есть радиатор, надеюсь, долго объяснять не надо. Пар после прохождения турбины конденсируется и отправляется в самый обычный радиатор, просто огромной площади, количество воды большое, и охлаждается за счет атмосферного воздуха, при этом не контактируя с ним. Испарение равно нулю. Дорого, но абсолютно надежно. Тем более, что у МВМ «Эги огромный опыт, 70 лет работы в этом направлении, от атомной электростанции Билибино в самых суровых северных условиях. Там, надеюсь, причина понятна. Градирню поставишь, но будешь получать град. Воды все равно не будет. До Португалии, то есть самые такие жесткие условия в положительную сторону, в положительную температуру, работают. Будут принимать решения? Хорошо, молодцы. Не будут? Будем иметь в виду. Что еще выявило? Выяснилось, что касается тепловой генерации, то самый надежный резерв, как в предыдущие 200 лет, остается уголь. Его характерная особенность: можно один раз закупить, разместить на складе в соответствии со всеми мерами пожарной безопасности и забыть до того момента, пока он не потребуется. Не нужно заполнять ПХГ, извлекать газ, дополнительно его осушать, если слишком длительный контакт с грунтовыми водами был и так далее. Вот лежит оно себе и лежит. Вот приблизительно такая картинка. Какие выводы для нас? Уголь остается по-прежнему самым надежным резервом. В том случае, если он расположен на площадке самой электростанции, если его не надо куда-то транспортировать. Может быть, это не очень рыночно, но мне кажется, что на всех имеющихся у нас угольных электростанциях запас угля должен быть, хотя бы дней на 60. Лучше на 90, у нас зима длиннее. У нас и летом могут быть самые разные события. Мне, например, было достаточно тревожно этим летом, когда поступали новости о блэкаутах в Грузии. Дело в том, что у нас компания «Интеррау», наш монополист по экспорту и импорту электроэнергии, подписывала меморандумы с операторами азербайджанской объединенной энергосистемы и грузинской. В том случае, если у нас какие-то перебои, там были зарезервированы 350 мегаватт мощностей на летний период. И я действительно тревожился, что если в Грузии будет большая проблема, у нас скакнет температура, то у нас резерва нет. Ну, вроде бы обошлось. Тем не менее, вот такой запас надо иметь. На что надо обратить внимание? Конечно, на кадровый вопрос. Когда выясняется, что для запуска электростанции нужно разыскать пенсионеров, заодно в какой-нибудь церкви в обязательном порядке помолиться, что дедушки не уехали на рыбалку, оставив мобильные телефоны дома, повезло, поздравляю, но кадровый резерв должен быть. Вот те вопросы, на которые надо много обращать внимание, надо думать о системах накопления энергии. У нас сейчас пилотный проект в Крыму сдвинут на год, причины не объясняются. Просто сообщение о том, что в этом году 100 мегаватт мощностей не появится. Загадочная система накопления, которая по емкости никакой информации о себе не давали, есть только мощность. Давайте еще раз. Если емкость батареи 50 мегаватт, а мощность 100, за полчаса все, что он накопил, он выдаст. И что дальше? У любой аккумуляторной батареи, две характеристики. Откройте свой мобильный телефон и убедитесь, что на вашем аккумуляторе написано не только мощность, но и мегаватт-часы. В нашем случае мобильных телефонов там, конечно, просто ватт-час. Но важно, сколько эта батарея способна запасти. В обычных случаях превышение этих показателей хотя бы раза в 4. То есть 400 мегаватт часов может накопить, с мощностью 100 мегаватт выдать, то есть за 4 часа выдаст то, что накопил. В обычных случаях для сглаживания это достаточно. Будем следить, какие решения будем принимать наше прекрасное Министерство энергетики по системе накопления. То, что они необходимы, мы сейчас наблюдаем не теоретически, а практически.
Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках, исключительно благодаря вашей поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Продолжаем следить за Европой. Они сами себя сделали исследовательской площадкой, экспериментальной лабораторией. Смотрим, изучаем, как они будут себя чувствовать. Совершенно неважно. Важно не повторять ни в коем случае их ошибки и купировать их заранее. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго.